это настоящая Индонезия. Всю ночь наблюдать за этим поистине чудом природы. Приветствую вас, искатели приключений! В этом видео мы отправимся в одно из самых уникальных мест на планете к живому вулкану Левотолок, он же или Апе. Таких вулканов в мире единицы, почти все они спят. Это не те гиганты, что внезапно взрываются и заставляют эвакуировать города. Левотолок другой, он фыркает каждые 5 минут, выбрасывая огонь, пепел и лаву, будто сама планета Земля дышит. Он находится на затерянном острове Лимбата в Индонезии, куда почти не добираются туристы. Похожий вулкан есть в Гватемале, Фуэго, но его можно видеть только издалека. А здесь ты стоишь в 300 метрах от кратера и чувствуешь всю вибрацию, жар, грохот, и все это на безопасном расстоянии. В этом и кроется его уникальность. После встречи с вулканом мы отправимся исследовать дикие уголки острова Лимбата. Посетим бескрайние пляжи без следов человека, тишину, которую редко где услышишь, и первозданную природу, где все напоминает: мы на краю планеты. Сегодня отправляюсь на остров Лимбата, в город Лево-Лебо, это его столица, вместе с байком из города Ларантука. Это крайний порт острова Флорес. Но в отличие от обычных железных ферри, здесь ходят вот такие полудеревянные кораблики. Очень интересно посмотреть, как они сейчас сюда занесут мой байк. Кораблик маленький, состоит из 2 этажей. Нижний этаж транспортный для товаров, карго, и верхний этаж для пассажиров. Сама лодочка без особых излишеств, каменные скамейки, типа как на улице, на 3 человека. Очень стрёмно. Вот как-то так. Пожалуйста, пусть он не перевернется. Как-то так. Ура! Без происшествий. Надеюсь, я буду молиться, чтобы качка была не сильно большая на этой лодке. Стоимость байка за все 120 тысяч индонезийских рупий. Весь этот великолепный морской путь составлял всего лишь 50 километров, но плыл я 10 часов. Начиналось все неплохо. Красивые пейзажи, живописные виды, дождик, который сменялся красивейшей радугой, потом красивые виды облаков на фоне вулканов. Но больше всего времени забрала остановка на острове Адонара. Из-за дождя погрузочно-разгрузочные работы затянулись. Погружали все: байки, перегружали продукты питания, помогали усаживаться пенсионерам. Но, как по мне, более всего времени сожгло переброска бутылок пива из рук в руки. Я не понимаю, почему байк весом 1,5 тонны могут загрузить-разгрузить одновременно 6 человек, а ящики с пивом поднять не могут. И вот они занимались тем, что кидали по одной бутылочке часа 2. В итоге пару бутылок из них, конечно же, разбилось. В итоге в порту острова Лимбата я оказался поздно вечером, и все эти погрузки-разгрузки байков прокололи мое колесо, что утром мне понадобился сервис. Важный нюанс: на Booking и других отельных сайтах не отображаются все отели, которые есть в городе. Я, например, отелей видел очень мало и по космическим ценам, но в самом городе отелей достаточно, поэтому проще по Google картам найти отель и в лоб приехать, спросить, есть ли у них места на этот вечер. Я поселился в отеле «Олимпик», и там же мне на ресепшене посоветовали гайда для восхождения на вулкан или Апе. Вулкан этот довольно дикий, дорожки там не протоптаны, поэтому без гида я никому не рекомендую восхождение самому. Гид забрал меня на мотобайке прямо с самого отеля. Начинали мы все это дело в 2 часа дня. Первый участок дороги был хорошо асфальтированный, и я уже видел сдалека, как вулкан фыркает, что придавало мне много энергии. Но потом дорога сменилась на грунтовку, причем грунтовка приближенная к оффроуду.
Пару участков на этой оффроуд дороге мы чуть не навернулись, поэтому приняли решение остановиться и пойти пешком. Итак, друзья, начиная восхождение или апы, мы проехали по супер грунтовке через лес на мотоцикле Honda. Пару раз чуть не навернулись, частично я шел пешком, частично он тянул меня. Ну, в общем, с Богом доехали нормально, без происшествий. И сейчас будем подниматься далее пешком. Это вообще не туристические тропы, и я вам ни в коем случае не советую делать этот тур самому. Мы только начали идти, а я уже устал. Солнце, жара, комары и крутой подъем вверх. Тропа совсем не протоптана, реально. Очень приятный момент, это был пит-стоп с распитием кокосов. Мой гид сам залез на пальму, сам снял, все организовал, и в таком тяжелом восхождении этот кокос был прям супер спасение. Свежий кокос с дерева намного приятнее, чем у дороги. Придает энергию, потому что я уже устал, 10 раз потел, еще понадобится энергия подниматься вверх. Мне очень повезло. Мой гид не разговаривает по-английски. И это такое счастье идти в тишине и не слушать никого. Просто слушать природу. Don't learn English, don't learn, okay? Yeah, okay. Важный момент. Касок спелеологических таких или строительных. Короче, против камней наверху в кемпинге нет. Поэтому я взял с собой шлем. После долгого прохождения густых джунглей ландшафты поменялись на травяные холмы с панорамными видами на весь остров Лимбата. Окей, and see the top and my legs, yeah? Индонез не супер видеооператор, да я и сам не супер. Смотрите, он второй раз фыркнул. Он сначала выстрелил, а потом второй раз. Это просто невероятно! Вау! И я буду сидеть тут и наблюдать, и кайфовать всю ночь. Итак, друзья, с 2 часов до 6 вечера я поднимался на вулкан Левотолок. Уникальный он тем, что он фыркает огнем периодически, может раз в 5 минут, может раз в 7 минут. Восхождение было, я не скажу, что простенькое, но и не скажу, что очень сложное. Но поднапрячься нужно было. И это было не очень-то и приятно. Это не как на вулкан Иджи на расслабончике идти или на вулкан Батур на Бали. Нет. Тут такие джунгли, 1000 уйма комаров. У меня был похожий опыт в Гватемале на вулкан Акатенанга с видом на действующий вулкан, практически такой же, периодически фуркающий фуэго, но там идут толпы народа, поэтому ты там никак не ошибишься, и дорожки там протоптаны. Здесь же мы когда шли, не видели ни одного человека. Сами индонезы сюда не ходят, они его боятся. Ночь будем смотреть на вулкан, а утром поднимемся в самое его жерло. Вчера вулкан очень гремел, фыркал. Я надеюсь, эту ночь он будет поспокойнее и будет радовать нас лишь фырчанием. Я бы хотел сейчас на дроне полетать, посмотреть, как он там, но уже все затянуло тучами. Буквально за 2 секунды. Я думаю, что лучшие виды будут завтра утром. О! Ну вот такой дымочек. Какая же это прелесть сидеть и всю ночь наблюдать за этим поистине чудом природы. Фух, у меня аж вот он фыркнул, я вижу какой-то столб дыма, у меня прям энергии. Сидим, греемся, вулкан затянуло дымкой, ничего не видно, ждем 3 утра и вот завариваем чаечек на огонечке. 2 часа ночи. Погода еще не устаканилась, но мы уже будем идти. Надеюсь, пока мы дойдем, а это приблизительно где-то час-полтора, тучки мокрые рассосутся. Я забрался на вершину вулкана, ничего не видно, все облаками затянуло. Ну, такая моя удача. Но я видел эту красоту ночью, как извергались эти горящие камни с базового лагеря. Жаль, надо было тогда снимать это на дрон. Думал, утром увижу больше, ближе, потому что я уже на самом кратере. Но, к сожалению,
а может и к счастью, в целях безопасности мы сейчас идем обратно в базовый лагерь. А шлем на мне мотоциклистки, потому что они не взяли с собой каски. Вот такая команда, поэтому я в шлему, так что не смейтесь, голова у меня одна. Снова на вершине присоединились еще индонезы. Они вообще в маечках, шлепках. Ветер очень сильный, туман. Специально без петлички снимаю, чтобы вы прочувствовали, насколько сильный ветер. В конечном итоге, промерзнув на вершине вулкана до 7 утра, облака так и не рассеялись. Можно, конечно, было прогуливаться, в принципе было светло, я видел лаву, я видел сам кратер, но вершину вулкана без облаков я так толком и не увидел. И не увидел ночью фыркание красным огнем. Так спустился я в базовый лагерь. Много раз пожалел, что когда ночью был в базовом лагере, смотрел эти раскаленные камни, не полетел на дроне, не снял. Думал, сниму сблизка, будет красивее, но в следующий раз буду более предусмотрительным. Ну а в целом вулкан, в принципе, мне ничего и не обещал. Но само восхождение, конечно же, топ. Природа, лимбаты, вулканы, само это явление фыркающего вулкана, это что-то невероятное. Ты прям чувствуешь силу, мощь природы. Рекомендую всем любителям трекинга, хайкинга. И это действительно активный вулкан. Вот в плане есть, называют активный вулкан, но он спит, он активный, там раз в 50 лет извергается. Нет, это прям активный, прям действующий, прям 5 минут он извергается. Помимо уникального вулкана, остров имеет еще множество интересных мест для изучения. Во-первых, все основные дороги у него идеально выложены. Приятно путешествовать на мотобайке и восхищаться красивыми видами холмов или посещать интересные пляжи. Одно из таких интересных мест был холм Чинта. И первое интереснейшее место – это холм под названием Доа Ватамитан или холм молитвы. Здесь открывается великолепный вид на соседний остров Аданара и его вулкан. Единственное, что я ехал изначально на холм Букит Чинта. Он находится здесь недалеко, но он открывается в 8 часов, а в 8 часов тучи над вулканом сгущаются, и мы не видим верхушку всей этой красоты. Поэтому, если бы я знал заранее об этом холме молитвы Доа Ватамитан, я бы, конечно, приехал сюда, тем более, что здесь нет никаких билетов, ты просто поднимаешься наверх, а в Буките Чинта, так как он немножко распопсованный, там нужно покупать билеты. Но не в стоимости билетов дело, а в виде. Виды тут шикарнейшие, и желательно приехать в 7 утра. Букит молитвы называется, потому что здесь есть статуи Христа, а также строится еще одна огромнейшая статуя Христа, поэтому сюда можно приехать христианам и не только наслаждаться красивыми пейзажами и видами, а и общаться с Богом. Также вокруг этой локации есть множество уединенных пляжей, где можно провести пикник под тенью дерева и слушая музыку волн. Хотя шум волн доходит аж сюда, до этого холма. И пение птичек вместе с шумом удаленным волн – это вообще просто прекраснейшая атмосфера. Я не скажу, что это супер достопримечательность, ради которой стоит ехать на остров Лимбата, но если вы уже здесь, это прекрасное место встретить рассвет или просто уединиться. Народу 0. Теперь с Букита Чинта и Букита молитвы я спустился на бесконечные пляжи, которые идут вдоль этих зеленых холмов с видом на великолепнейший вулкан острова Аданара, который как будто находится на воде. Невероятная красота, кристально чистая вода, штиль,
солнце играет. Ну просто супер идеальное место. И ни одного человека, посмотрите, никого тут нету. Только я, волны и лес. Ну разве это не рай? Да, конечно, песочек тут потемнее, чем в Мальдивах. Он не такой, не коралловый, что ли. Но все равно это классный чистый песок, без мусора. Тут только следы собак, даже следов людей здесь нет. Это просто рай райский. Бери, покупай землю, строй пятизвездочные отели дорогущие. Клиентов будет море, которые хотят побыть в тишине, уединении и с таким невероятно красивым, великолепным видом на вулканы и облака. Лимбата невероятный остров. Это именно та Индонезия, которая представляется без толп людей, без толп байков, бесконечные, безлюдные пляжи, кристально чистая вода, коралловые рифы и виды на великолепнейшие вулканы, словно выросшие из воды. Люблю. На этом, друзья, про остров Лимбата все. Надеюсь, вам было интересно, а для путешественников полезно. Спасибо вам за донаты. Я купил себе новый микрофон Shure MV7, на который сейчас я записываю закадровый голос. Напишите в комментариях, как вам это изменение. А также буду рад вашим лайкам и комментариям.